Всем большой привет, добро пожаловать на мой канал, и сегодня в рубрике снова будет маникюр на себе. Вообще я люблю снимать свои ноготочки, относились они отлично, 3 недели. Вот тут и на большом пальце вы можете наблюдать последствия ремонта. Так что сегодня будем их укреплять гелем. Кстати, длина у меня уже такая приличная, поэтому без гелевого укрепления не обойтись. Заказала себе вот такую классную штуку от Гратол, гель для рук, жидкие перчатки. Если кто знает, то у меня аллергия на перчатки, на любые виниловые, нитриловые и так далее. Кожа начинает чесаться, а это средство мне очень понравилось. Оно с витамином Е прекрасно увлажняет кожу, и знаете, когда я начинаю мыть ручки после него, такое ощущение, как будто они покрыты какой-то защитной пленкой. В общем, классное. А запах просто бомба, похож на запах каких-то приятных духов парфюмированных или пудры. Обязательно распределяем по всем рукам и не забываем пространство между пальчиками. Снимаю аккуратно свой маникюр. Кстати, смотрите, как снимается база от Мистик. Очень круто. Кто-то мне писал, что забивается насадка. Я такого не заметила. У меня она слетала именно такими хлопьями интересными и совсем не поднималась вверх. В общем, аккуратно удаляю покрытие и снимаю до тонкого слоя базы. И еще работайте фрезой не только сверху вниз, но и слева направо. Так у вас будет равномернее сниматься покрытие и придется меньше работать пилочкой. Вот так выглядят мои ногти. Я хочу их немного заузить, ну и, конечно же, убрать вот эту вот провисающую часть. И поэтому я подставляю пилку под свой ноготок, и для начала я убираю как раз таки эту провисающую часть. В принципе, я не хочу сильно заужать ноготь, хочу сделать форму овала, не миндаль. Поэтому я просто подставляю пилку снизу, немного опиливаю и опиливаю сверху, убирая все борозды от нашего снятия. Сделаю так на всех пальчиках. Теперь мы берем безопасную фрезу. Я люблю безопасные фрезы и часто их использую достаточно в работе. У меня есть красная, синяя и желтая. Ни в коем случае не задирайте ручку аппарата. Вы можете не то чтобы пропилить ноготок, но просто толку от этой фрезы никакой не будет, так как она убирает птеригии своими гранями. Вот что мы увидим после безопасной фрезы и после того, как я обезжирила ноготок. Конечно же, у кутикулы еще есть бахрома наша, которую мы должны удалить. А вот здесь, не обращайте внимания, это я рисовала и подтирала пальчиками гель-лак. Знаю, что так делать нельзя, но он высох и никак не хочет оттуда убираться. Мои новиночки от Гратол, цвет под номером 121. Скажу честно, это совсем даже не новинка, это уже 3-й пузырек такого гель-лака. Это фаворит среди моих клиенток. Нежный розовый, жемчужный, перламутровый цвет, который на ногтях смотрится один в один, как втирка, очень плотный. Цвет под номером 099, с ним у меня связаны очень теплые воспоминания. Одно из первых видео на моем канале вышло именно с таким цветом. Захотела заказать опять. Опал номер 01 взорвал просто Инстаграм за последнее время, и никто не знает, что же это за блестки, хотя на самом деле гель-лак-то не новый. Кстати, Гратол Опал будет на М-космической пятнице со скидкой. Главное, подпишитесь на распродажу, чтобы узнать первой и успеть купить его вместо 330 рублей за 280. Еще заказала вот такой вот красивый цвет. Его нужно носить на какую-то подложку. Я его нанесла на наш 99 цвет. И посмотрите, какая красота получилась. Вот все мои, так скажем, новиночки. Точнее, половина только из них новиночек. И сегодня будет очень полезная информация по достройке недостающих каких-то углов. После опила и опила небольшой отслойки на мизинце после ремонта, которая у меня была, я достраиваю один уголок. На указательном пальчике я выкладываю акригель, потому что у меня ноготок начал клевать, поэтому я докладываю материал только сверху и распределяю кисточкой растягивающими движениями, даже больше приплюсывающим, и сравниваю верхнюю часть и мой торец. Снизу мы потом, конечно же, выпилим материал, и сегодня я вам подробно покажу, как выпиливать материал снизу. И еще хотелось бы поговорить о том, что очень многие девочки говорили мне, что клиентки не дают выпиливать им материал. В общем, это неправильно. Здесь у меня до оси не хватает уголка. Мой ноготь, то есть, смотрит немного влево, если я смотрю на свою руку. И мне это не нравится категорически, поэтому я беру и достраиваю только одну сторону. Делать это абсолютно не обязательно, но мне почему-то так нравится.
И обратите внимание, что я подставляю пилку посередине и провожу параллель. Смотрю, чтобы они были одинаковые, то есть стороны были идентичны друг другу. Когда я делаю ручку вот так, ноготок мой смотрел в бок, поэтому я от этого избавляюсь. Надеюсь, что видео будет полезным для вас. Я очень старалась вложить максимум информации. Видите, здесь у меня остался материал, поэтому я беру вот такую вот твердосплавную фрезу. Она тоненькая, хорошо подлезает под ноготок. Ставлю небольшие обороты, чтобы мне не жгло, не пекло, не было горячо. И носиком, на нем нет абразива практически, я упираюсь прямо в кожу, ничего не печет, мне не жжет, в общем, очень удобно. Подставляю пилочку под ноготок и сравниваю две боковые стороны, чтобы ни одна из них не провисала. Дальше указательный палец мы опиливаем сначала снизу и только потом уже сверху. Вот так мои ногти выглядят после всех ремонтов, достроек и так далее. Большой ноготок пришлось чуть-чуть нарастить, так как он почему-то оказался короче. Наверное, они у меня медленнее растут. Прохожусь каучуковой базой, абсолютно любой. В этом видео использовала Rocknail Classic, но вам подойдет абсолютно любая база. Так что не зацикливайтесь на этом, наносите просто втирающий слой, и все у вас будет носиться хорошо. Кстати, с 22 ноября в М-Косметик будет проходить М-Космическая пятница, как они ее называют. Нас уверяют, что мы сможем почувствовать себя настоящим космонавтом и покорить необузданные просторы товаров. Кстати, пора уже закупаться перед новогодним пилиловым. В М-Косметиксе будет 9000 товаров со скидками до 90%. Это прям то, что нужно в этот период. Так что подписывайтесь на распродажу, ссылочка будет в описании. Ну а мы будем использовать гель от Patrice Nail нежно-розового цвета. Он достаточно густенький, но в принципе я его смогла выложить без опила. Кладу шарик и вот такими вот крутящими движениями я распределяю гель по ноготку. Гель абсолютно не текучий, я бы его рекомендовала новичкам. Кстати, на момент записи звука хожу с ногтями уже неделю, и все с ними отлично. Кто следит за мной в Instagram, видит самым первым все новинки, которые я делаю на своих ручках и на ручках клиенток. Так что обязательно подписывайтесь. Плюс я даю там тоже много полезной информации. Выстраиваем апекс и следим, чтобы у нас не было никаких проплешин. Ориентируюсь я всегда на блик от круглой лампы или на какой-то другой. Вы можете ориентироваться, как вам удобнее. Но гель я стараюсь изначально распределять без опила. Посмотрите, какой нежный цвет. Я бы сказала, что он не камуфлирует, а больше тонирует. И еще один спор многочисленный, стоит ли вообще опиливать сверху гель, если он выложен без опила. Девчонки, я все-таки приверженец того, что нужно опилить. Во-первых, я опиливаю торец, чтобы он был более четким, причем опиливаю его именно снизу, для того, чтобы не выдать нашу толщину. И после того, как я опиливаю торец, я беру вот такой вот маленький бафик. И посмотрите, здесь от твердого материала иногда бывают вот такие вот небольшие наплывы. Поэтому мы просто сравниваем наш натуральный ноготь с этим опилом. В общем, очень удобно. Маленькие бафики всегда выручают. Они одноразовые и хороши в использовании. Потом просто обезжириваем ноготь, и гель-лак у вас будет ложиться просто отлично на забафленный хороший ноготок. Вот так мои ногти выглядят уже после того, как я их забафила. Не обращайте внимания на пыль на ногтях. И вот он, наш опал номер 01. Очень красивый цвет, просто реально космический. Я когда наносила его на ноготок, я хотела сначала нанести его в один слой, поэтому сразу же начала прокрашивать под кутикулу первый слой. Если бы я знала, что я буду наносить его в два слоя, то, наверное, не стала бы заморачиваться и сначала бы нанесла на все ногти и только потом уже наносила бы конвейерным методом по одному на каждый пальчик. Кстати, все клиенты смеются надо мной, что у меня постоянно на руках разные ногти, так как правую я переделываю намного чаще, а с левой могу ходить и два маникюра, потому что я стараюсь показать максимум информации на себе. Клиентов снимать достаточно сложно. Вообще, кстати, в Инстаграме провожу прямые эфиры и общаюсь со своими подписчиками больше. Наверное, нужно это сделать и на YouTube. Интересно ли вам будет такой формат? Напишите мне под видео, потому что я люблю общение, и живое общение, конечно же, ничем не заменишь. Вот такой результат у меня получился по итогу. Вы знаете, ногти
Я не скажу, что они прозрачные, я не скажу, что что-то просвечает, но он носится очень отлично, этот гель-лак. И хочу вам показать, как я фотографирую руки, точнее, что я делаю перед тем, чтобы сфоткать ручки. Во-первых, я беру силиконово-карбидный шлифовщик, вообще абсолютно любого размера, но предпочтительно более мягкие. И шлифую нашу кожицу. Аккуратнее не заденьте сами ноготки, так как они у нас уже готовы. То есть мы шлифуем только кожу до такого зеркального блеска, как будто мы намазали кремом или маслом. В общем, очень крутой способ для тех, кто не умеет шлифовать фрезой. Вообще я обычно шлифовку выполняю при маникюре, но тут у нас как бы было выравнивание гелем, и поэтому я решила выполнить шлифовку уже после. Наношу масло для кутикулы. Для клиентов я распределяю его салфеткой. Так не нужно ничего потом вытирать. Ну, а себе, конечно же, втираю рукой. Причем втираю, так знаете, обильно, чтобы все увлажнить хорошенько, выгнать всю пыль из пазух. И потом просто иду и мою ручки. И вот какой результат после того, как я помыла руки. Посмотрите, кутикула просто как у младенца. Я, кстати, здесь выполняла аппаратный маникюр, планирую курс по аппаратному маникюру. Он достаточно емкий, сложный, затребует много времени, но надеюсь, что к Новому году он будет готов. В общем, если видео было для вас интересным, полезным, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на мой канал, задавайте вопросы, если вас что-то интересует в комментариях, обязательно всем отвечу. Посмотрите, какой чистый маникюрчик у нас получился. Очень красивый. Нравятся ли вам такие блестки? Вообще я не фанат однотонок, я люблю дизайны, но эти ногти мне очень нравятся. Я ношу их с удовольствием уже не первую неделю. В общем, всех целую, люблю очень своих подписчиков. Всем пока, с вами была Татьяна Сидоренко.